Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Сегодня мы с вами готовим запеченный картофель в духовке с грибами и сыром. Под нежной сырной корочкой. Просто ароматно и невероятно вкусно. Приступим. Нам понадобится картофель, растительное масло, сливочное масло, лук, грибы, соль и черный перец по вкусу, чеснок, сметана, немного твердого сыра и моцареллы, свежая зелень, укроп, можно петрушку или тимьян для подачи. Для начала подготовим ингредиенты. Начнем с лука. Мелко нарезаем лук, чем мельче, тем нежнее будет вкус начинки. Затем мелко режем грибы. Они при жарке уменьшаются в объеме. Теперь обжарка начинки. На сковороду наливаем растительное масло и выкладываем лук. Сразу же немного солим и перчим, так он быстрее отдаст аромат. Обжариваем лук до прозрачности. Это займет примерно 5-7 минут на среднем огне. Теперь добавляем грибы. Жарим, пока вся жидкость полностью не испарится. По желанию добавляем измельченный чеснок для пикантности. Перемешиваем. Когда грибы хорошо поджарились и стали сухими, добавляем сметану. Очень быстро перемешиваем, чтобы она не свернулась, и сразу же выключаем конфорку. Наша начинка готова. А теперь приступим к подготовке картофеля. Картофель разрезаем вдоль пополам. Аккуратно вынимаем сердцевину ложкой. У нас получаются картофельные лодочки. Мякоть можно не выбрасывать. Используйте ее, например, для драников. Формируем блюдо. На дно каждой половинки картофеля кладем по небольшому кусочку сливочного масла. Затем щедро наполняем каждую ложечку нашей ароматной грибной начинкой.
Противень застилаем пергаментом, слегка смазываем растительным маслом и выкладываем картофель. Плотно накрываем фольгой. Отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов по Цельсию или 400 градусов по Фаренгейту, примерно на 45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Картофель должен стать мягким. Затем снимаем фольгу, посыпаем каждую половинку тертым сыром. Возвращаем в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расправился и подрумянился до золотистой корочки. Пока картофель допекается, мелко нарезаем свежий укроп или можно использовать петрушку. Готовый картофель достаем из духовки, посыпаем зеленью и подаем к столу. Ароматный, сочный, домашний, фаршированный картофель с грибами. Простой набор ингредиентов, но какой потрясающий результат. Спасибо, что были с нами на нашей вкусной встрече, и до следующих новых рецептов.